Речь идет о месте, где рандомно может произойти все, что угодно. Сегодня многие корабли, которые хотят попасть из Атлантического океана в Тихий, пользуются Панамским каналом. Это быстро и безопасно. Однако до его открытия в 1914 году судам приходилось выстраивать свои маршруты через пролив Дрейка, и сотни кораблей проходили по самому опасному морскому пути в мире. Ширина пролива около 800 километров. Длина примерно 1000 километров, а глубина просто невероятная, в среднем 3400 метров. На сегодняшний день в проливе Дрейка затонуло 800 кораблей. Это только те, о которых нам известно. Около 20 тысяч людей погибли и погибают по сей день. В 2022 году волна-убийца врезалась в круизный лайнер, плывущий из Антарктиды в Аргентину. Это пугающее событие убило одного человека и ранило еще 4. Огромная стена воды рухнула на лайнер, отбросила пассажиров и разбила несколько внешних окон. Некоторые помещения оказались затоплены, в других снеслось стены. И волна убийцы далеко не единственная, что может убить вас в проливе Дрейка. Немного кофе и продолжим. Ненавязчиво напоминаю не забывать ставить лайки, если забываете делать это. Среднестатистическому судну требуется около 48 часов, чтобы пройти от одного конца пролива Дрейка до другого. Однако моряки, которым удалось преодолеть пролив, говорят, что запомнили эти 48 часов на всю жизнь. Некоторые из них рассказывают, что нигде больше не испытывали того, что испытали здесь. Я чувствовал себя как мокрый грязный носок в стиральной машине на 36-часовом цикле отжима. Раньше меня никогда не укачивало, но эта поездка домой стала для меня настоящим испытанием. Это цитата одного из пассажиров. Участники круизов рассказывают, невозможно даже поесть, не держась все время за тарелку и стакан. От сильных волн посуда скользит по столу, ее ставят на специальные липкие коврики, но это не всегда помогает. Чтобы поесть, вам нужно около 8 рук, и это не считает того, что нужно держаться за стол и стол, поскольку они тоже скользят. Естественно, от сильной качки людям часто становится плохо, поэтому на судне обязательно есть пакеты для рвоты, прикрепленные где-нибудь в местах общего пользования. Но вообще все предметы на столах, включая ноутбуки, приходится фиксировать, да и не на столах тоже. Вещи должны быть привязаны, а свободные предметы сложены в ящики, иначе во время очередной волны они вполне могут полететь вам в голову. Перемещаться по судну можно только цепляясь за поручни или палки для опоры, и не потому, что это правильно. Просто иначе вы не сдвинетесь с места. Подъем и спуск по лестнице или даже открытие и закрытие дверей требуют значительных усилий, чтобы не получить травму. Я даже находил историю людей, которым приходилось привязывать себя к кроватям, чтобы поспать во время прохождения пролива. Дело в том, что судно соприкасается с волнами по-разному, и в зависимости от этого возникает периодическое вертикальное ускорение. Из-за него вес каждого человека достигает почти нуля, а через несколько секунд вес почти удваивается. Спать в таких условиях просто невозможно. Ускорение то заставляет человека почти парить над кроватью, то затем его резко вжимает в нее. Спасай только привязывание.
Но что это вообще за место такое, и почему море здесь настолько безумно? Пролив Дрейка простирается между мысом горно-гненной земли, самой южной оконечностью Южной Америки, и островом Ливингстон в Южных Шотландских островах. Если говорить простым языком, то это промежуток между Антарктидой и Южной Америкой. Существует два других прохода вокруг южной оконечности Южной Америки: Магелланов пролив и пролив Бигля. Но они петляют, часто сужаются, оставляя мало места для маневра. А непредсказуемые ветры и приливные течения делают эти проливы почти нереальными для прохождения. Поэтому большинство парусных судов предпочитают пролив Дрейка, который представляет собой открытую воду на протяжении сотен километров. Человек, в честь которого пролив получил свое название. Британский исследователь и приватир, то есть пират на службе короны, Фрэнсис Дрейк. Он не был первым мореплавателем, который вошел в пролив, да и вообще провел свои корабли через Магеллана в пролив Тихий океан, где и был отброшен штормом на юг. Один корабль погиб в шторме, один был вынужден вернуться в Англию, но третий вошел в пролив Дрейка. Так англичане узнали, что к югу от Южной Америки есть открытая вода. Произошло это в 1578 году. Кстати, невероятно суровые воды пролива — одна из причин, по которой люди не ступали на землю Антарктиды вплоть до XIX века. Туда было просто очень сложно добраться. Во-первых, ветер. Попадете ли вы в шторм во время вашего перехода через пролив Дрейка — это своего рода лотерея, потому что там нет сезона штормов. Они случаются в любое время года. Все из-за расположения. Пролив Дрейка узкий и является точкой соединения трех крупнейших океанов мира — Тихого, Атлантического и Южного. Естественно, циклоны здесь просто сумасшедшие. Холодная вода из Антарктиды встречается с относительно теплой океанской водой, и вот уже появляется циклон. Регион, простирающийся на территории около 1000 километров, постоянно генерирует очень опасные штормы. Но кроме разницы температур воды, свою роль играет и отсутствие берегов. Южный океан, омывающий замерзший континент Антарктиду, не имеет суши, а значит, ветры могут беспрепятственно огибать земной шар. И они огибают. На этой карте хорошо видно, как выделяется это место на фоне остальной планеты. Светло-голубой цвет на воде, особенно сильные ветра, и такой ветряной зоны нет больше нигде. Вы можете возразить, ведь на севере Атлантики тоже довольно ветрено, и будете правы, вот только в северном полушарии аналогичные ветра полностью разделены обширными массивами суши, а значит, не могут разогнаться как следует. В проливе Дрейка же ветер дует со скоростью 15-20 метров в секунду, и хорошо, если кораблю нужно идти по направлению ветра, а если нет, ветер приносит с собой волны. Некоторые из самых больших волн в проливе Дрейка достигают высоты 12 метров. В некоторых источниках пишут о волнах высотой 20 метров и даже выше. Эти волны обрушиваются на любой корабль в проливе одна за другой. А поскольку Антарктида совсем рядом, любому моряку будет не только мокро, но еще и чертовски холодно. Опытные моряки говорят, что у пролива Дрейка
есть только два темперамента — пролив Дрейка и озеро Дрейка. Второе случается редко, а вот первое — почти постоянно. И иллюминаторы корабля быстро становятся похожими на дверцы стиральных машин из-за пены от высоких волн. Еще один фактор опасности этого места — постоянная бесконечная качка. Обычно перед входом в пролив капитан просит всех на борту принять лекарство от морской болезни. Даже Чарльз Дарвин, который оплыл весь мир и был опытным путешественником, испытывал сенсационную морскую болезнь во время огибания мыса Горн. Чего уж говорить о менее закаленных людях. И это без учета волн убийц. Я уже упоминал их в начале ролика. Именно такая волна стала причиной недавней смерти человека в проливе Дрейка. Волнами-убийцами называют волны, которые, по крайней мере, в 2 раза выше окружающего моря. Точные механизмы их возникновения до сих пор неизвестны, но исследователи полагают, что причудливые гребни образуются, когда меньшие волны сливаются в более крупные. Происходить это может либо из-за сильных поверхностных ветров, либо из-за изменения в течениях. Встречается ли такое в проливе Дрейка? Ага, еще как. Некоторые из самых сильных океанических течений в мире проходят как раз через него. Эксперты называют пролив плавильным котлом, куда экстремальные океанические течения уносят углерод, включая тот, что откладывается планктоном. Уходит весь этот углерод на глубину и остается лежать там веками. Но планктон с его углеродом не так уж важны. Важно, что пролив Дрейка является самым узким проходом для самого мощного течения Земли — антарктического циркумполярного течения. А поскольку течения не встречают сопротивления со стороны суши, это позволяет потокам воды вырываться наружу и создавать огромную силу и раскачивать любые, даже самые большие суда. Ветер, волны, течение. В общем, понятно, почему пролив Дрейка считается смертельно опасным. Меня больше поражает, что люди плавали через него уже в XVI веке, когда корабли были гораздо менее прочными, чем сейчас. И тут я вспомнил, что в декабре 2019 года команда элитных спортсменов успешно преодолела пролив Дрейка на лодке, полностью приводимый в движение человеком. Вы не ослышались. Они гребли. Правда, не вдоль пролива из Атлантики в Тихий океан, а поперек, от Южной Америки в Антарктиду. Команда гребла посменно. 3 гребца были на веслах в течение 90 минут, а затем менялись. Итак, 24 часа в сутки они преодолели больше 1000 километров за 12 дней на специально спроектированной лодке. И теперь представьте, ледяной океан вокруг, гигантские волны, ветер, депривация сна, страшная качка, постоянная тошнота. И знаете, что помогло этим сумасшедшим смелым людям? Они решили, что главное — продолжать грести. Кстати, в проливе Дрейка есть даже собственный корабль-призрак. Согласно легенде, шхуна Дженни отплыла от острова Уайт в 1822 году, а затем замерзла в проливе Дрейка в 1723. Вновь корабль якобы обнаружили в 1740 году. На него вроде как наткнулось скитобойное судно «Хоуп».
Некоторые источники утверждают, что команда Хоуп обнаружила пассажиров замороженными на месте. Антарктический холод обеспечил телам абсолютную сохранность. Правда, никаких серьезных доказательств у истории нет. Легенда, она и есть легенда. А как насчет реальности? В реальности корабли регулярно проходят через пролив Дрейка, несмотря на создание Панамского канала. Да, через него быстрее, намного безопаснее, да и дешевле, меньше расход топлива и эксплуатационные расходы для судоходных компаний. Однако только 37% мирового океанского судоходства может пройти через Панамский канал. Остальные мегакорабли просто не в состоянии протиснуться через него, и поэтому вынуждены огибать мисс Горн и сталкиваться с проливом Дрейка. Сталкиваться и выходить из этого столкновения невредимыми. Во время парусных судов, старого навигационного оборудования и примитивного прогнозирования погоды пролив Дрейка, безусловно, был опасным участком, и сегодня для небольшого корабля или шхуны опасность сохраняется. Однако для крупных, современных кораблей, например, для экспедиционных судов или круизных лайнеров, которые перевозят пассажиров, пролив уже, скажем так, несмертельное испытание. Путешествие через пролив Дрейка все еще невероятно запоминающееся и может быть невероятно сложным физически, но, по крайней мере, суда защищены от волны ветра, плюс оснащены передовыми стабилизирующими механизмами, а моряки используют современные технологии для навигации и передвижения. Это совсем не то же самое, что бороться с волнами и течением на каком-нибудь клипере. Да, риск погибнуть все еще сохраняется, но теперь это единичные трагические случайности. Последнее подтвержденное кораблекрушение в проливе Дрейка произошло в 1719 году. Тогда испанское судно «Сан-Тельмо» затонуло, перевозя подкрепление в Перу во время войны за независимость, и все 644 человека трагически погибли в море. Барбара также переплыла так называемые 7 океанов. В одиночку она пересекла 7 различных каналов и проливов по всему миру. А 14 июня 2022 года она, наконец, получила свою награду от Книги рекордов Гиннесса за самый быстрый заплыв на милю в проливе Дрейка. Всего за 15 минут и 3 секунды. Да, она действительно проплыла 1 морскую милю, то есть 1852 метра, через пролив Дрейка, не на лодке, просто так. Кстати, именно этим достижением Барбара гордится больше всего. Пролив Дрейка на страже планеты. Помните, я говорил про углерод, который опускается на дно благодаря течениям в проливе Дрейка, и все в таком духе? Это на самом деле огромный плюс для климата, потому что углерод-то поступает из атмосферы, но у пролива Дрейка есть еще одна неочевидная функция для планеты. Он сохраняет Антарктиду холодной. Как бы странно это ни звучало, но без сухопутного моста в Южную Америку теплому воздуху гораздо сложнее добраться до самых южных точек земного шара. Нет, правда, кто бы мог подумать, что воздуху нужна суша, чтобы путешествовать. Однако пролив Дрейка — очень холодное место с его ледяными ветрами, и эта охлаждающая сила помогает защищать планету. Если бы пролива Дрейка не существовало, Антарктида была бы в разы теплее, и 29,7 миллионов квадратных километров льда
растаяли бы. А дальше начался бы сюжет фильма «Катастрофы». Уровень Мирового океана поднялся бы более чем на 50 метров, прибрежные города ушли бы под воду, все бегали бы в панике, что-нибудь горело, взрывалось, в общем, спасибо проливу Дрейка, что этого пока не случилось. Ну, а с тебя лайк, как обычно, до скорого.